Фантастика. Хочу платить. Нельзя. В Точка.банке человеческая поддержка и удобный интернет-банк. За такое обслуживание хочется платить. Но я хочу. Откройте счет для бизнеса бесплатно на 3 месяца. Бизнесу быть. Точка.банк. Есть такая известная американская песня «16 тонн». Имеются в виду 16 тонн угля, которые лирический герой песни добывает каждый день, но все равно не может прокормить свою семью. Он жалуется, что даже в рай ему путь закрыт, потому что он уже заложил свою душу в корпоративном магазине угледобывающей компании. Работать на американской шахте в начале 20 века было тяжело и неприятно. Настолько, что шахтеры периодически поднимали восстание. Главный из них известно как битва у горы Блэр. Это самое кровавое побоище в истории США со времен Гражданской войны. Там дошло до применения пулеметов, бомбардировщиков и химического оружия. Все остальное против голодных шахтеров уже не помогало. Сегодня мы поговорим про эту историю и заодно про то, как вообще до такого могло дойти. Девиз штата Западная Виргиния «Горцы всегда свободны». Истребив местных индейцев, этот штат заселили так называемые хиллбилли – канонические мрачные ребята с банджо, 20 стволами на семью и кровной местью. Именно здесь в свое время произошла вошедшая в легенды вендетта между Хэтфилдами и Маккоями. Два клана поссорились и резали потом друг друга 30 лет подряд. С сельским хозяйством в горах получалось не очень, регион был бедный. И так бы хиллбилли и варились в изоляции. Но в конце 19 века в Западной Виргинии начали разрабатывать гигантский угольный бассейн и проложили к нему железную дорогу. Именно здесь, в Аппалачах, добывали уголь, который горел в топках американской промышленной революции. Западная Виргиния покрылась шахтами. Местным жителям это счастье не принесло. Многие продавали свою землю, обычно за бесценок, и шли в забой. Но это была смена одного полуголодного существования на другое. Фермер, по крайней мере, был сам себе хозяин, а шахтер быстро оказывался на положении раба. Шахтеров селили в так называемых company towns, рабочих городках, которые строились с нуля при шахтах. Там все было корпоративное – церковь, больница, школа и даже пивная. Жилье можно было только арендовать у компании, другого просто не существовало. Как только шахтер переставал добывать уголь, его вместе с семьей выкидывали на улицу. Никаких пенсий, никаких страховок. Это в России в 1912-м ввели обязательные страховки и пособия по болезни. А в Америке все было просто. Хочешь – работаешь, не хочешь – никто не запрещает умереть с голоду. Покупки шахтерам разрешалось делать только в корпоративном магазине, где цены были на 20-30% выше рыночных. И это в лучшем случае. На некоторых шахтах вместо денег давали деревянные талоны в ту же хозяйскую лавку. Платили при этом не за день работы, а за тонну угля. Если шахтер выполнял норму, ему хватало на еду и жилье. Но уголь взвешивали и проверяли на чистоту представители компании, и они никогда не делали это честно. «Извини, старик, сегодня тебя оштрафуем. Уголек-то у тебя с примесями, старайся лучше». За невыполнение нормы и за любую другую провинность полагался штраф. Штрафы копились, потом начинали копиться долги. Работать на шахте и сейчас очень сложно, а в те времена приходилось сидеть под землей по 12 часов в день с киркой и тусклым химическим фонарем на лбу, дышать угольной пылью и молиться, чтобы шахта не взорвалась. Рядом старший сын-подросток, а младший, 10-летний, пока на поверхности, сортирует вручную уголь на обогатительной фабрике. И вот вылезаешь ты после этого всего наверх, полуживой, и выясняешь, что не только ничего не заработал, но еще и должен остался. И уволиться ты не можешь. Пока не отработаешь, никто тебя из поселка не выпустит. Ну, а не отработаешь ты никогда. Все же специально так устроено. Можешь в церковь сходить, пожаловаться священнику. Только учти, что зарплату ему платит та же самая угледобывающая компания. Так или примерно так в Западной Виргинии работало около 100 тысяч человек. Тут возникает резонный вопрос, а почему шахтеры не бастовали? Они пытались. Главным врагом любого владельца шахты были профсоюзы. На борьбу с профсоюзами не жалели никаких денег. Для начала при устройстве на работу все шахтеры подписывали так называемую броню – добровольно-принудительный отказ от вступления в профсоюзы под угрозой увольнения.
Уволенные лишались жилья, уехать им не хватало денег, единственное, что им светило, это палаточный городок таких же бедолаг в окрестностях шахты, и то до первой зимы. Им на замену тут же завозили на все готовых штрейхбрехеров. Профсоюзы в проблемные регионы часто просто не пускали. Делалось это очень просто. На станции дежурили люди местного шерифа, и когда приезжал человек, похожий на профсоюзного активиста, его избивали до потери сознания и потом грузили в следующий поезд. Понятно, что и шерифы, и их помощники плотно сидели на ежемесячных взятках от владельцев шахт. Кроме коррумпированной полиции, угольные бароны вполне легально нанимали частных детективов. В обиходе их называли пинкертонами по фамилии Алана Пинкертона, создателя самого известного агентства. Детективы – это просто термин. Реально это были группы по несколько сот человек с тяжелым оружием, такие маленькие частные армии. От классических бандитов Дикого Запада они отличались только бизнес-моделью. Вместо того, чтобы грабить поезда и банки, за хорошее вознаграждение они ловили грабителей и отрезали им голову. К началу 20 века преступность пошла на спад, а пинкертоны переключились на борьбу с профсоюзами и забастовками. Боролись, понятно как. Могли сломать ноги, могли убить, например, обстрелять толпу из пулемета. Инциденты с десятками жертв, включая женщин и детей, никого не удивляли. Кроме этого, у детективных агентств была развитая сеть шпионов и провокаторов. Друзья, быстрый анонс. У меня в руках новый 9-й номер нашего журнала «Чтиво». Он выйдет в продажу, когда до Нового года останется пара недель. И поэтому мы посвятили его еде, то есть довольно важному вопросу в длинные новогодние праздники. Редакция спрашивает, какую роль еда играет в нашей жизни и в истории. Мы представили, с кем бы сидели за столом, окажись, например, в легендарном московском ресторане «Яр» в самом начале 20 века. Мы вспомнили блюда, вспомнили традиции, которые сопровождают нас каждый Новый год еще с петровских времен. Даже описали блюда, которые уже невозможно попробовать, просто потому, что их ингредиенты исчезли. Мы сделали актуальный большой гид по современным ресторанам в российских регионах и назвали имена шеф-поваров, которые сегодня кормят Русь от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. На обложке этого номера Сергей Безруков. Человек, который сыграл всех великих в истории страны. Сегодня, и об этом говорит опрос в ЦИОМ, самый популярный актер России уходящего года. В общем, друзья, у нас получился самый толстый номер за все время работы над журналом. Я надеюсь, эти длинные праздники вы проведете с нами. Оформить предзаказ уже можно на Озон, ссылка в описании. В Западной Виргинии самым лютым было детективное агентство Болдуин и Фелдс. В 1912-м эти люди запомнились тем, что на разгон шахтерского палаточного городка пригнали бронепоезд. Когда в 1920-м начались проблемы на шахтах в маленьком городке Мэтуон, владельцы снова обратились к ним. Мэтуон расположен в районе угольного месторождения с красивым названием Покахонтас. Местный мэр симпатизировал профсоюзам, что было большой редкостью. Начальником городской полиции он поставил 27-летнего Сида Хэтфилда. Назначение многих удивило, потому что достали этого самого Сида чуть ли не из тюремной камеры. Но это была хорошая кандидатура. Во-первых, он был дальний родственник тех самых Хэтфилдов, которые в свое время резали Маккоев. Во-вторых, Хэтфилд сам поработал в юности на шахте и угольные компании искренне ненавидел. В городишке он пользовался популярностью и за пару золотых зубов получил кличку «Улыбчивый». Было понятно, что Сид и мэр собираются запустить в город профсоюз. Решать вопрос отправили группу из 12 детективов, причем среди них были родные братья основателя конторы Ли Фелдс и Альберт Фелдс. До обеда они выкинули из домов несколько шахтерских семей с детьми, причем на улице шел дождь. Потом пообедали и отправились на станцию к вечернему поезду. По пути их перехватили Хэтфилд, мэр и толпа шахтеров. У Хэтфилда был с собой ордер на арест всей группы, скорее всего, фальшивый. У Альберта Фелдса был ордер на арест Хэтфилда, тоже, скорее всего, фальшивый. Началась перестрелка, в которой были убиты 2 шахтера, 7 детективов, а мэр города был тяжело ранен и вскоре умер в больнице. Перестрелка имела важное символическое значение. По всем аппалачам пошел слух: страшным пинкертонам можно сопротивляться.
пули их берут. Профсоюз, пользуясь случаем, отправил в регион своих лучших агитаторов, включая легендарную Мамашу Джонс, которая в свои 70 с чем-то читала огненные речи. Удивительно, но суд Сида Хэтфилда оправдал. Убийство 7 Пинкертонов признали самозащитой. Несмотря на это, он прекрасно помнил, что пристрелил сразу 2 Фелдсов, и что после такого пощады ему не будет. Сид развернул бешеную деятельность. Во-первых, женился на вдове покойного мэра через неделю после его смерти. А во-вторых, начал ящиками закупать винтовки для шахтеров. Шахты забастовали. В окрестностях развернулась вялотекущая партизанская война с периодической стрельбой, рейдами на палаточные городки и избиениями штрейхбрехеров. Стреляли шахтеры хорошо, многие из них были ветеранами Первой мировой. Зато угольной компании удалось внедрить к бастующим своего шпиона. Он выбился в профсоюзные активисты, присутствовал на всех собраниях и даже держал бар, где эти собрания проходили. Именно он подговорил Сида и его друзей напасть на одну из шахт, не присоединившихся к забастовке. Весной 21-го по делу об этом нападении Хэтфилда снова вызвали в суд, на этот раз в соседнем округе. Прямо на ступенях здания суда его расстреляли Пинкертоны Фелдса, причем не постеснялись при толпе народа сделать контрольный выстрел. После этого никаких вопросов у бастующих не осталось, и партизанская война из вялотекущей превратилась в активную. Вокруг Мэтоуна собралось от 5 до 10 тысяч безработных шахтеров, которым профсоюз к тому моменту подогнал не только винтовки, но и пулеметы. Сюда же на захваченных поездах начали съезжаться восставшие с более отдаленных шахт. Вся эта толпа двинулась в соседний округ Логан, где держали арестованных профсоюзных лидеров. В округе Логан ситуация была другая. Там всем заправлял местный коррумпированный шериф по имени Дон Чаффин. У Чаффина все было схвачено. Под ним фактически ходил и мэр, и судьи, и даже учителей в местную школу нельзя было назначить без его ведома. Взятки от угольных компаний сделали Чаффина богатым человеком, а он взамен обеспечивал на шахтах тишину и покой. Восставшие шахтеры очень хотели Чаффина повесить. Это декларировалось как одна из целей марша на Логан. Шериф это понимал и уже несколько месяцев тренировал на этот случай собственную частную армию. Туда вошли Пинкертоны, охрана шахт, полиция округа и добровольцы из местного среднего класса. Среднему классу Чаффин объяснил, что разбираться шахтеры не будут и повесят не только его самого, но и вообще всех, у кого лицо не в угольной пыли. Людей у Чаффина было меньше, чем у шахтеров, около 2000, но зато они были отлично вооружены. Оружие профинансировали угольные бароны. Чтобы попасть в округ Логан, шахтерам надо было перевалить через горы. Здесь, на гребне горы Блэр, Дон Чаффин их и встретил, заранее оборудовав укрытия и пулеметные гнезда. Президент США успел отправить к восставшим делегацию, но переговоры сорвались. В конце августа 21-го на перевале начались полноценные бои. Частная армия Чаффина заняла высоты, но среди шахтеров были ветераны, которые и не такое штурмовали. Были и опытные охотники-снайперы. Дело быстро дошло до сотни с чем-то убитых и раненых. Вскоре сложился позиционный тупик, и тогда Чаффин нанял несколько частных самолетов. Из этих бипланов сделали импровизированные бомбардировщики. Самодельные бомбы, которые с них сбрасывались, были начинены не только гайками и болтами, но и кустарным отравляющим газом. В Вашингтоне к этому моменту уже держались за голову. В начале сентября к горе Блэр в роли миротворческих сил прибыла американская армия. 2500 солдат, включая кавалерию и артиллерию. На ближайшем аэродроме начали садиться бомбардировщики, на этот раз уже не импровизированные, а самые настоящие. В федеральные войска шахтеры стрелять отказались. Дело тут было даже не в страхе, просто многие из них всего пару лет назад сами носили такую же форму. Кто-то успел сбежать, спрятав винтовки. Эти схроны до сих пор иногда находят археологи. Кого-то поймали, суд предъявил больше 1000 обвинений в убийстве и государственной измене. Сид Хэтфилд остался в местной истории как герой рабочего класса. Дон Чаффин как герой среднего. Некоторое время казалось, что шахтерский профсоюз разгромлен, но через несколько лет федеральные власти признали его на официальном уровне, и ситуация на шахтах начала улучшаться. К сожалению, улучшиться до конца ей помешало глобальное падение цен на уголь. В рейтинге самых богатых штатов США депрессивная Западная Виргиния сейчас занимает почетное 49 место из 50.